Ученые открыли, что в сердце много зеркальных нейронов, гораздо больше, чем в мозге. Что эти зеркальные нейроны, то есть это не открыли сегодня, знаете, а вы знаете, ученые вот вчера там открыли, это произошло там какое-то количество лет назад, и это очень изменило отношение нейрофизиологии, психологии, изменило отношение к эзотерике. Стало более понятно, почему так много тысяч лет люди говорили о любви как о ведущей силе жизни. То есть это стало понятнее с точки зрения науки, понимаете? Эзотерика или там духовность или религия, у них не было в этом сомнений, потому что их инструмент это вера, а им не надо доказательства. У них написано в неком документе, в Талмуде, в Кабале, в Библии, в Бхагавад-гите, и для них этого достаточно. Но ученые не пользуются чьей-то презумпцией веры. Ученые изучают. И вот это изучение сердца, когда оно стало понятно, что зеркальные нейроны управляют, послушайте, без всякой мистики, без всякого волшебства, зеркальные нейроны, видите, я сердце показываю, зеркальные нейроны сонастраивают нас с окружающим миром, с людьми, с которыми мы строим взаимоотношения, с людьми вокруг нас, с людьми очень сильно вокруг нас, с коллективным сознанием, знаете, с настроением, которое есть сейчас в социуме, с потребностями, которые есть сейчас в социуме, со скрытыми тенденциями, знаете, с подводными течениями, которые есть в человечестве, в социуме. То есть мы же все куда-то движемся, и мы плохо понимаем сознанием, куда мы движемся. Вот здесь вам понятно, что мы как человечество развиваемся. Глядя назад, мы всегда можем понять, ага, там, в 20 веке суфражистки, женщины, которые боролись за равноправие женщин, которые встали вдруг со своих чудесных диванов, со своих чудесных красивых платьев, с корсетами, которые никто не работал, и боролись же за права женщин, не бедные, которые работали, а из обеспеченных семей, то есть интеллигенция, аристократия. Им вдруг это стало почему-то важно. И вот, глядя с 21 века, 21 года туда, в 20-е годы, в 20-е годы, в 5-е годы 20 века, мы понимаем, они вдруг поднялись, они вдруг уловили вот эту потребность работать, они вдруг захотели голосовать, они захотели иметь право выезжать за границу без разрешения мужа, они захотели иметь равные права, и это было невозможно и дико, и странно. Главное, странно, девчонки. Но сегодня мы понимаем, что эти женщины слышали тенденцию зарождающуюся. Я понятно сейчас объясняю? Коко Шанель слышала тенденцию, что снять надо корсет и женщин одеть в брюки, потому что женщине придется много двигаться, ей нужно будет пробудить своего внутреннего мужчину, что ей нужно будет больше тестостерона, не только эстрогена. Она это слышала, она была одна из первых, кто одел женщин в брюки, это был тогда скандал. Я понятно сейчас объясняю, что глядя назад, мы понимаем, что кто-то ловит вот эту тенденцию, и вот способность ловить вот эту тенденцию есть в сердце у каждого человека, не только у женщин. Просто у женщин в силу того, как устроен мозг, у нее больше чувствительность слышать вот это тонкое «идем сюда, делаем вот это, давай будем так», или я за этого мужчину выхожу замуж. Знаете, когда вы познакомились, например, в Тиндере или на сайте знакомств каком-нибудь, вы написали ему там одно слово, и вдруг вы понимаете, это мой будущий муж. Или прекрасная анкета, он вам пишет: «Здравствуйте, вы такая красивая женщина», а вы понимаете, кино не будет. И что-то, какие-то решения, это решение нашего мозга. Он пользуется прошлым опытом. Вот здесь вам понятно? Мозг анализирует прошлый опыт и говорит: этот человек, как у меня, например, этого психотипа,
зовут его так-то, так-то, национальность такая-то. Он анализирует и говорит, кино не будет. А сердце, зеркальные нейроны, они не слышат прошлого, они настроены на коммуникацию. То есть они устроены так, чтобы мы настраивались на настоящее, на реальность. Здесь вам понятно? Вот без метафизики. Да или нет? Понятно, что мы социальные животные. Мы должны жить в этом социуме. У нас, вы знаете, вы придете в какую-то компанию, и если вы хотите, ну, если вы не испытываете к этой компании, например, там, пренебрежение, а испытываете к этим людям хорошее чувство, вы через 15 минут настроитесь на ее состояние этой компании. Вы пришли такая веселая, ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Они такие все какие-то грустные, печальные. Вы думаете, я сейчас вас всех развеселю, а потом обнаруживаете себя, которая сидит, вот как вы сейчас такие, ну, я вам сказала, что тема будет не веселая, и вы такие сразу, опа, сели на попу, и реально очень глубоко меня слушаете. И вот вы себя обнаруживаете вдруг, что вы сидите в этой компании, вы шли такая, о, сейчас поржу с девчонками, повеселюсь, расскажу, какую я себе сумочку купила. Вы заходите, ну, ничего особенного в компании, никто не умер, мы не обсуждаем похороны или никого-то жалеем, и ни у кого не идет процесс сейчас, знаете, там, ты смеешься, там, а Зоеньке больно. Нет, люди просто разговаривают, и вы обнаруживаете, что вы такая же, как они, ну, минут через 15, также настроены, также глубоко о чем-то разговаривать. Например, как вот в моей компании мы любим поговорить о Боге, о духовности. Я понятно сейчас объясняю? Вот эта способность сонастраиваться с реальностью, она есть в нашем сердце. Из хороших новостей. Когда мы слышим зов нашего сердца, когда мы слышим то, что оно нам советует, когда мы слышим это настроение или этот голос, ну, который есть, ну, внутри нас, когда мы с этим, ну, сонастроены, мы находимся в потоке жизни. И если жизнь сейчас будет бросать вызов, например, ну, до Киева, слава богу, это практически невозможно, но, к примеру, сильное землетрясение грядет, ваше сердце может вам включить какую-то тревогу, потому что вы, будучи сонастроены с реальностью, ощущаете какое-то тревожное желание, заходите на сайт, покупаете билет и зачем-то говорите, ой, не знаю, взяла, собрала вещи и в течение, не знаю, там, 3 часов улетела, не знаю, там, в Турцию отдыхать, купила горящую путевку, не знаю, зачем это делаю, девчонки, не знаю, вот чувствую, надо. И это может быть для вас историями, которые вы можете поделиться со мной, как с вами это происходило, когда вы откуда-то уезжали или, ну, или что-то покупали, или от чего-то отказывались, и потом, ну, понимали, ой, какая была правильная, ну, реакция. Да или нет? У каждого есть эта история. Это не женские истории, это истории, которые есть и у мужчин, и у женщин. То есть сонастроиться со своим сердцем, сонастроиться с этим голосом, который, он не только говорит, он говорит и шепчет, и показывает знаки. И если вы когда-то вытаскивали метафорические карты, то вы вытаскиваете метафорическую карту, там, что было для меня самым важным в этом году, в прошедшем году. Вы вытаскиваете метафорическую карту, чтобы помочь себе, и вдруг говорите, самым важным там, в этом году было, и вдруг там говорите, я настроилась, сейчас я о себе скажу, что у меня, я вчера вытаскивала, сильно удивилась, что-то про Луну, про интуицию, про покой, про тишину, про одиночество. Вот. Самым важным в этом году я приняла одиночество. Я приняла свое одиночество, я с ним встретилась. За много лет, сколько я, ну, живу одна или со всякими романами, с друзьями, с детьми, с близкими, я не знала, что такое одиночество, что такое скука. И
Я думала, что когда кто-то говорит, что я очень одинок, что это о ком угодно, только не обо мне. И я встретилась в этом году со своим одиночеством и приняла это одиночество. И когда я прошла через этот страх, прошла через этот ужас, такой прямо, ужас отверженности, и я попала внутрь своей души и нашла там очень красивое состояние единения со всем. Одиночество внутри оказалось ощущением единства со всем миром. И вот этот ответ моих метафорических карт – это ответ нашего сердца. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео, и вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.